Краткий туториал по хайперпопу или же тайбит на Tripperhead и Playboy карте. Небольшая история нашего бита. Перед тем, как записывать видос, я хотел потренироваться на самом-то деле, и я хотел сделать пару наработок, потом уместить все в один, чтобы это все хорошо звучало. Но у меня вышло все с первого раза, так что аккорды я уже прописал. К сожалению или к счастью, но дальше я все начал записывать. Погнали. Короче, ребята, у нас есть с вами какие-то аккорды, которые в принципе неплохо звучат, и для этого нам нужны какие-нибудь банки сирома под хайперпоп, что-то похожее. Я взял вот такое вот, и сейчас мы найдем к нему какой-нибудь звучочек интересненький. Вот этот звучочек, кстати, очень хорошо нам подойдет под интро, но нам нужен еще один, похожий. Вот этот, я считаю, очень идеально подойдет. Нужно его только чуть-чуть поднастроить, и будет вообще атас, пушка, круто. Мне уже нравится. Ну и, конечно же, я вам покажу MIDI, чтобы, если что, вы могли у меня просто скопировать это все и сделать из этого еще лучше бит. После чего мы с тобой возьмем какой-нибудь синт, либо лид, не знаю, пока я еще не уверен, и возьмем, вот скопируем вот эти верхние нотки. Ctrl-C, Ctrl-V. Отлично. И теперь начинаем подбирать звук. Я остановился на самом деле на 8-биточке. Очень прикольно звучит, очень атмосферно. И все же любят Майнкрафт, да? Ну, я и решил оставить. Почему бы нет? Мы с тобой отвернулись чуть от курса, но мы с тобой не забыли, что нам нужен какой-нибудь синт либо лид. Давай же все же его пропишем. Блин, уже очень хочется услышать по типу того самого легендарного Mr. Rage. Ну и после того, как я окончательно наигрался с клавиатурой и тыканье нот в рандомные места, я начал прописывать MIDI паттерн. И сейчас я тебе покажу его финальный результат. Но либо мы его чуть-чуть потом доработаем. Не суть важно. Дальше я вспомнил, что в Mr. Rage была какая-то такая басовая пила. И я решил ее, конечно же, также добавить, только с глайдами за место гроула. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Также поднастраиваем наш глайд в самом серуме. Выделяем все, что у нас есть в паттерне, и путем Ctrl-Shift-L добавляем все это на микшер, на каждый канал. А теперь, я надеюсь, ты не забыл про наше интро, про которое я говорил как раз, и мы нашли опять же эту мелодию, потому что это все же не Omnisphere, это серум и одна банка, так что нетрудно найти его. И пока ты меня слушал, мы уже сделали с тобой арпеджиатор. Если что, это все делается очень легко, путем нажатия Ctrl-A и Alt-A. А также, если тебе нужны какие-нибудь другие фишки по типу оптимизации, либо вот такая вот фишка, то не забудь посмотреть два моих ролика, они у меня уже есть на канале, можешь смотреть, наслаждаться, лайкать и подписываться, конечно же, на канал. А также не забудь поставить лайк этому видосу. Теперь что мы сделаем с тобой? Мы с тобой копируем аккордики и закидываем на наш серум. Точно такой же пресет, как в арпеджиаторе, только мы сместим с тобой на октаву вниз. И это все звучит вообще офигенно. Блин, мне очень нравится, очень нравится. Напиши в комментариях, кстати, как тебе этот бит. Кстати, я хотел бы принести извинения за метроном, который мне, в принципе, помогал очень сильно делать этот бит. И без него я бы просто никуда, потому что, ну, бывают такие ситуации, когда метроном реально может зарешать. Главное, помни об этом и держи у себя это в голове. Дальше я понимаю, что у нас с тобой не хватает пространства. И у нас с тобой очень много конфликтов, которые нужно будет исправить. И для этого я сделаю просто небольшой баланс, потом уже накину драмку, потому что если сейчас накину драмку, то как бы выйдет каша малая, и не очень хотелось бы это вообще трогать, потому что это будет пахнуть. Именно поэтому мы с тобой взяли те мелодические составляющие, у которых есть басовые частотки, и которые мы можем, конечно же, подрезать с тобой при помощи Q3, либо любого другого эквалайзера. И похожую манипуляцию мы с тобой проделываем с интрозвуками. Вот этими, которые ты сейчас слышишь, но мы с тобой не то что подрежем низ, но еще и пару частоток. Следующий по цепочке у нас с тобой идет ревербератор. Все, в принципе, по стандарту. И дилей с пресетом пинг-понг. Почему бы и нет, чтобы была какая-то атмосфера. И все красиво звучало.
Следующий инструмент, который я возьму, это кик с моего драм-кита, ссылочка которого ты можешь найти в этом ролике. Я решил ничего не прописывать и просто найти подходящие звуки. И клэп, конечно же, тоже с моего драм-кита. А теперь я тебе раскрою небольшую фишку, как написать кик так, чтобы он звучал нормально и правильно. Пропиши сначала клэп, а потом сделай кик. К примеру, если у тебя плохое настроение, тебе не до бита, и в целом у тебя с ритмикой все плохо, то лучше сделать так. Сначала клэп, потом кик. И он выстроится сам по себе. Буквально. Тебе даже ничего не нужно будет делать, просто тыкнуть там, где тебе нравится. Берем любые хай-хеты и начинаем их прописывать. Также тупо two steps. Но и даже эти тупейшие хай-хеты у нас будут с небольшой фишечкой. И фишечка подразумевается в том, что где у нас с тобой находятся удары, то бишь кик-клэп, мы убираем с тобой хай-хеты, чтобы сделать эти хай-хеты интереснее. Но на самом деле это простой two steps. Следующий инструмент у нас с тобой будет перкуссия. Open-хэти какой-нибудь интересненький. Ну а теперь дело за малым, 808 бас из моего драм-кита, конечно же. Откуда же еще? Ну и как я уже предвидел, что с балансом у нас будет с тобой беда. Именно поэтому мы сейчас с тобой будем обрабатывать это все, балансировать, и чтобы это все было круто. Но я так думаю, что мелодию надо будет чуть потише сделать, а всю партию и бас-партию делать погромче. Но для этого я покрашу немножечко проектик именно в паттерне. Если мы с тобой выберем партию ваншотов, которые нам нужны, и зажмем Shift-Alt-C, то мы можем с тобой сделать градиент. Также и делаем на средних верхних частотках. На микшере мы с тобой выделяем наши все каналы от средних до высоких частот, а именно партии ударных, и объединяем в общий канал, где мы с тобой накидываем эквалайзер. В этом эквалайзере мы сразу с тобой подрезаем низ, потому что это средние и верхние частотки, и подрезаем те частотки, которые нам не нравятся больше всего. А у нас с тобой слишком много верха. И на OpenHead мы с тобой сделаем небольшую компрессию, чтобы не урезать именно ту частотку, которая нам важна, но в то же время и не всегда она нужна. С обработкой кика и баса мы с тобой поступим немного иначе и намного проще. Мы с тобой возьмем Cinematics Diablo, подкрутим чуть-чуть у баса тело и панча, и у кика только панч в большинстве случаев. Но все значения в принципе я покажу. Дальше по плану у нас с тобой баланс громкости, который нам нужно с тобой выровнять, и в принципе в быстрой перемотке мы с тобой это можем лицезреть. После чего мы делаем с тобой небольшую структурку, чтобы наш бит не был таким скучным. О да, вот это прикольный свип. Да, мы его возьмем, конечно же. Также не забываем его кидать на мастер и также отрегулировать громкость этого свипа. После мы выделяем с тобой хуковую область, то бишь там, где много очень звуков, много наших ваншотов. И сейчас мы будем стараться отрегулировать громкость максимайзером, чтобы сделать ее чуть-чуть громче. И буквально это все, что нужно для обычного, нормального, неплохого хайперпопа. Осталось только подставить One Punch Man. Кстати, под этот свип он реально очень годно подойдет. И сейчас мы проверим это. Ну а поскольку наш ролик заканчивается, то не забудь поставить лайк, написать комментарий и подписаться, конечно же, на канал. А также ссылочка на мой платный драмкит спрятана где-то в ролике, так что ищи его. А также не забывай заходить в беседу ВК, либо же беседу Телеграма и общаться там с такими же битмейкерами, как и ты. Ну а я вас всех крепко обнял, всех приподнял и до нового ролика. Чиз! Раз ты идешь ко мне, тогда я иду к тебе. Вообще я тут.
комары.